Продолжим нашу работу. В прошлый раз мы остановились с вами на создании крыш. И при создании крыш в конце я говорил о том, что у нас еще остались нерассмотренные вопросы, которые тоже касаются крыш. А именно это то, как создавать слуховые окна. Но этот вопрос требует отдельного разговора. Вы видите, у меня создан здесь домик, который имеет два этажа и крышу четырехскатную, которую я создавал ее путем создания крыши по контуру. И, кстати, обратите внимание, что у меня здесь видно. Вот если вы посмотрите, да, виден вовсе не такая крыша, да, как вот я здесь ее сделал. Что это значит? А это значит то, что, давайте посмотрим, вот у меня фасад, есть три уровня, 1, 2, 3, между ними по 3 метра, и крыша создана на уровне крыши, Теперь давайте посмотрим, вот я щелкаю, видите, стрелочкой по чистому полю и смотрю характеристики плана этажа, то есть самого вида характеристики. И здесь есть две вещи. Первая называется так, подложка, и написано здесь, стоит уровень 1. Если я открою, здесь, видите, есть еще возможность выбрать. Применить. Что это означает? Это означает то, что если у меня вот здесь, допустим, там на ниже первого уровня там есть фундамент, то обычно я его по умолчанию не вижу. А если я включил, допустим, диапазон ниже, а на первом уровне есть фундамент, я его буду видеть, да. Ну или стены, например. Буду видеть, правда, такой линии тоненькой, бледненькой, но тем не менее этого достаточно для того, чтобы ориентироваться, для того, чтобы моделировать другие элементы выше. Это первое замечание. Дальше у нас есть еще одна такая вещь, которая называется секущий диапазон. Нажимаю «Изменить ее» и давайте посмотрим, что это такое. Вот здесь картинка, которая нам показывает, что такое секущий диапазон. Здесь нам нужно знать, что секущий диапазон это вот эта разница между границами. Первой границей и четвертой. Первая у нас называется верх секущего диапазона, а четвертая граница это уровень глубины проецирования. То есть то, что мы с вами видим. Дальше у нас, кроме всего секущего диапазона, есть еще такое понятие, как основной диапазон. Основной секущий диапазон это вот это расстояние между 1 и 3. 1 это верх секущего диапазона, а 3 это низ основного диапазона. И дальше есть у нас такое понятие, как секущая плоскость основного диапазона. Ну, основной диапазон это этаж. И смотрите, вот здесь секущая плоскость у нас стоит по умолчанию 1200 мм. То есть вот то, что на 1200, вот на этом уровне мы разрезаем. Ну, как правило, это что такое? По окнам, да, получается. Ну, и у нас еще отображается то, что выше, да, до 3000 мм, и низ до нуля, ниже нет. Здесь по умолчанию не 3000 стоит, а меньше стоит. Ну, давайте я поставлю 2800. 3000 это я уже поставил, чтобы было видно больше. И теперь смотрите, что происходит. Применить, окей. И вот видите, вот тут это расстояние немножко изменилось, да, то есть то, что мы видим. То есть вот именно так обрезается на уровне крыши секущим диапазоном то, что мы видим. Но мы сегодня говорим не об этом. И нам удобнее будет работать, если мы включим скрытая линия. У нас есть готовая крыша. И нам необходимо сделать здесь слуховое окно. Слуховые окна бывают разные. И давайте первый тип посмотрим, как делается. Я выделяю крышу
и нажимаю «Редактировать проекцию». Затем вот здесь, допустим, мне необходимо сделать слуховое окно, которое будет идти от кромки крыши. Для этого я сначала возьму инструмент «Разделить элемент». Им, кстати, можно делить линии эскиза, вот те, о которых мы сейчас будем говорить и делать. Можно делить стены, точно так же выделять, чтобы это были разные элементы. Ну, я нажимаю, и я здесь, ну вот, 3200, 3500 поставил точечку, и с этой стороны тоже, вот от этого края, тоже 3500 отмерю, да, 3500 поставлю точечку. Что теперь произошло? Нажал Escape 2 раза. И смотрите, вот этот кусочек у меня выделяется отдельно. Он был раньше цельным, а теперь он отдельным. То есть я могу сейчас, например, его удалить. Но удалять нам не надо. Я его выделяю. И обязательно, вот смотрите, у меня на этом кусочке стоит треугольничек 30 градусов. То есть он формируется как крыша, да? Я его выделил, и в его свойствах этого кусочка уберу галочку формирования уклона. Убрал. Дальше выбираю инструмент. А у нас, смотрите, программа в режиме эскиза. И здесь есть инструменты, которыми мы можем пользоваться. Ну, в данном случае нам нужен что? Направление уклона. Выбираю. И вот здесь, где оканчивается у меня линия эскиза, где начинается кусочек, вот это, что мы ставили, рисую стрелку до середины. Теперь опять выбираю направление уклона, рисую стрелку до середины. То есть вот здесь у меня это ребро будет конек нашего слухового окна. И дальше нажимаю галочку зеленую. И теперь давайте полюбуемся результатом. Вот такой результат, вот такое слуховое окно, оно у нас сформировалось. Вот здесь уклон тоже такой же, как мы основной крыши задавали. Вот видите, красиво, все правильно, хорошо. Вся крыша — это единый цельный элемент. Ну, я думаю, пользоваться таким инструментом достаточно просто и проблем больших не вызывает. Теперь мы его отступим назад и сделаем у нас слуховое окно другого типа. У нас слуховое окно может быть еще вот так стоять, как здесь будут у него стены и дальше крыша. Смотрите, давайте для начала построим стены. Построим его от уровня крыши. И не присоединенная вверх, ну, допустим, там 2500. 2500, и построим ее вот здесь. Вот так. Вот, скажем, вот такая вот крыша у нас будет. Ну, очевидно, это великовато. Я эти стены выбираю. И поставлю не 2500, а допустим 1800. Так, вот так поставил я. И видите, надо и что? Немножко подальше еще, да? Тут 1300, поставим 1700. Вот так. И тут тоже поставим 1700. И даже так еще мало, да? Ну, поставим 2000. Здесь и 2000 здесь. Ну, собственно, мы сегодня не об этом. Теперь откроем фасад. Ну, вот здесь снизу нам надо посмотреть. Значит, это фасад южный будет. Вот он. Южный фасад. И на южном фасаде построим крышу. Построим крышу. И крышу мы построим путем выдавливания. Так, выдавливание. Так, еще раз, крыша, выдавливание. И мы выберем здесь ось сетки А. Уровень крыши. Так, и теперь я ее изображу.
Ну вот так, как бы мне это хотелось, чтобы она выглядела так и, допустим, вот так. И нажимаю зеленую галочку, закрываю, он нам больше не нужен. Открываю вид сверху. И теперь давайте его порегулируем. Ну, порегулируем вот так. Поставим. Вот так. Ну, здесь у нас получились две разные крыши, да? Ну, смотрите, один, то есть это вариант, он не касается сейчас слухового окна, а, допустим, у нас была бы одна крыша, вторая крыша, их можно соединить в единое целое. То есть, вот если мы выбираем крышу, то есть у нас инструмент, который называется так: присоединить, отсоединить крышу. Нажимаем его. Выбираем одну крышу, вторую. Вот она присоединилась. Видите? Она здесь. Сейчас мы ее изолируем. Вот. Видите, подрезала, все красиво, все нормально, так как нам необходимо. Это вариант 1. Да, ну, как можно было бы сделать. Да? Раз. Но этот инструмент не работает, если мы будем вырезать, а у нас же еще в основной крыше не вырезано отверстие. Да? Этот инструмент не работает, если мы вырежем отверстие. Да? Поэтому можно сделать по-другому. Значит, мы сейчас вернемся назад, вот в то состояние, какое было, и поступим по-другому. Вот я продлю эту крышу вот сюда. Как вы видите, результат внешне получается тот же самый, но на самом деле, видите, синеньким подсвечивается, крыша-то не совсем такая, как бы нам необходилось. Значит, мы можем сделать, что, во-первых, вырезать в крыше необходимое отверстие, да, необходимое отверстие. То есть выбираем архитектура. Выбираем здесь проем по вертикали, и вот здесь его мы можем начертить. Значит, мы сначала в основной крыше вырежем вот такой проем вертикальный. И теперь давайте посмотрим. Вот этот элемент, я его сейчас изолирую. Вот, видите, получился инструмент с отверстием. То есть идеально стеночки прилегают сюда к отверстию, все как полагается. Единственное, что нам не хватает, еще здесь подрезать вот эту крышу, да? Вот эту крышу. И точно так же мы можем здесь прорезать вот в этой крыше. Вот она теперь здесь. Точно так же вырезать то, что нам необходимо. Те элементы. Ну, чтобы это было видно, это, наверное, удобнее сделать вот здесь, да? И здесь мы точно так же можем нарисовать. Ну, я вот с одной стороны нарисую, да. Такой же вырез. Ставлю галочку. И теперь давайте посмотрим. Элемент. Изолировать. И вот посмотрите, видите, что я нарисовал, то я и вырезал. Ну что, да, тут получается мы можем это дело увеличить, там, например, уменьшить, да, вот так вот. Вот, и все. И вот все стало как необходимо. Ну, с другой стороны, точно так же надо вырезать. Все, да, теперь осталось нам сделать что? Ну вот, выбрать стенку, присоединить сюда. Видите, она присоединилась. И все стало идеально так, как должно быть. Есть здесь еще такой инструмент, вот видите, он называется так, слуховое окно. Слуховое окно. Этот инструмент вообще-то теоретически позволяет, ну, сразу присоединить вот эту крышу без подрезания к основной крыше.
Ну, вот если у вас есть время и желание, можете попробовать, то постоянно, вот если этим инструментом будете пользоваться, то у него там возникают проблемы. То крыша не та, вот надо необходимо выбрать кромки крыши, да. Вот вы, если их там выберешь, то начинаются проблемы. То обвес не определен, вырезание не выполнено и другие проблемы. И на практике выходит, что мы потратим кучу времени, да, а результата можем не добиться. Поэтому я советую, вообще-то говоря, вот поступать таким образом, как я показал. Это получается быстро, надежно, и все, результат гарантируется отличный. Вот все, что касается создания слуховых окон.